Единственный рабочий способ, как отказаться от сладкого и, главное, при этом не потерять радость жизни, это применять разумное интуитивное питание. Я подготовил полную инструкцию по замене пищевых привычек. Просто досмотрите этот видеосюжет до конца. Это канал Владрович, и я уже 10 лет занимаюсь силовой калистеникой. Например, я раньше часто ел конфеты, сладкие печенья, газировку, колу, и это относится не только к сладостям. Поэтому скажу, что в рационе были и сосиски, и зажаренные котлеты, и я не представлял, как можно без этого. Сейчас, когда через привычку я заменил эти продукты, и мне уже не то чтобы не хочется их, а даже когда в магазине я вижу и слышу эти манящие запахи, это на меня уже не работает. Представляете, что такое возможно с вами? Я тоже не верил. И вот ряд способов. Чтобы прийти к такому ощущению, нужно какое-то время, обычно 2-3 недели, полностью отказаться от сладкого. А чтобы легче держаться, то нужно подпереть себя обязательствами. Это может быть банальный, но эффективный спор на деньги, публичное обещание перед теми, чье мнение для вас важно, и перед кем вы не хотите упасть в репутации. Придумайте свою систему мотивации, которая будет работать именно на вас, как позитивную, мини-награду в конце дня или в конце недели, так и негативную, в виде маленького, но неприятного наказания. Например, всякий раз, когда вам хочется купить или съесть что-то с сахаром, и вы устояли, то делайте себе пометку, сколько стоит это, и на эту же сумму купите альтернативный продукт. Какой именно, поговорим дальше. А когда мы не сдержались, то можно наоборот стоимость этого продукта дополнительно высчитать и отложить из кошелька в копилку и пока не трогать. Более медленный, рабочий, но волевой способ – это окружить себя негативной информацией о сладких продуктах. Ведь если заметить, то какой бы запрос в интернете мы ни писали, такая нам информация и выдается. Например, если написать «чем полезны конфеты», Google выдаст вам десятки причин пользы. И обратная ситуация, при запросе в поиске «вред конфет», то Google тоже выдаст десяток причин. Вы можете поначалу не воспринимать это всерьез, но если запланировать на бумаге прямо сейчас, несколько раз в неделю читать небольшую статью о вреде продукта, то ваш мозг начнет это так и воспринимать. И лучше читать массовые результаты исследований и разные негативные примеры ситуации людей, которые ели много сладкого. В супермаркет, если начать ходить туда сытым и со списком продуктов в телефоне или на бумаге, который вы тоже написали в сытом состоянии, то уже меньше вероятность купить что-то лишнее. Но тут есть важная особенность. Есть такая, можно сказать, наука, которая исследует пищевое поведение человека в магазине – мерчендайзинг. То есть всегда самые первоочередные продукты в конце магазина. Хлеб, крупы, яйца, молочка. И нужно обязательно пройти через другие, сладкие, вредные товары, которые побуждают желание их купить. Вокруг вас будет играть приятная музыка, мелькать яркие надписи «Акция». И даже дополнительно будут специально выделяться запахи продуктов, чтобы побудить к покупке. Даже если вы прошли мимо вперед и затем обратно и купили то, что нужно, то еще одно испытание начинается на кассе, где много дешевых, часто акционных сладких товаров. Пока вы стоите в очереди, а особенно с маленькими детьми, то будет сложно удержаться, чтобы не купить шоколадку, батончик в такой красивой упаковке. Помните правило, не покупать в радиусе 3 метров от кассы вообще ничего. По поводу семьи согласен. Идеальный вариант, когда коллективным решением вы переходите на замену питания и не только отказ от сладкого. Но такое бывает редко. С возрастом уже сложнее менять пищевое поведение. И если говорить о детях в семье, которые привыкли к сладкому, то они все повторяют за вами. Сначала откажитесь сами, а потом, если дети маленькие, до лет 10, можно и резко попробовать убрать продукты с большим количеством сахара. Дети быстро перестроятся. А если постарше, то только своим примером и постепенно убирать сладкое из видных мест. Давайте разберем основные сложности, как это внедрить в жизнь на практике. К слову, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму. Я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. Чтобы начать делать все эти изменения по факту,
а не просто пойти заниматься другими делами после просмотра этого видео. Сделайте первый шаг сейчас. Возьмите лист бумаги, напишите список вредных сладких продуктов, которые привыкли есть. Записывайте именно от руки, а не на электронных носителях, если привыкли. Так лучше будет связь с мозгом. Моторика рук. Дальше расчертите график с датами, где будете в конце дня делать отметки. Ели вы что-то сегодня сладкое или нет? Сорвались? Начинаем заново. Заранее продумайте, в каких ситуациях вас тянет на сладости, и, находясь в сытом состоянии, подумайте, чем именно в вашем жизненном графике, на работе, дома, вы сможете это заменить. На первых порах срывы просто неизбежны, и чтобы побороть эту зависимость, нужно 3-4 захода заполнения такого дневника, начиная заново. Длительность такого учета, чтобы довести до автоматизма, будет от 2-3 недель до пары месяцев, у каждого своя. Как сдерживаться дома? Ну, во-первых, это отдельная полка в холодильнике и в шкафчике для продуктов. Выделите себе свой угол, чтобы не доставлять неудобства семье, а потом и они, может, подтянутся. А еще лучше, когда с привычного шкафчика, в котором обычно лежат печенье, конфеты, булочки, вы переложите их в другой. А в том шкафчике, где были сладости, замените на другие, полезные перекусы. Когда рука будет тянуться, то в привычном ящичке уже не будет того, что искали. И мозг уже не примет решение на автопилоте, и вы с большей вероятностью себя остановите. На виду, под рукой, держите только полезные продукты, которыми вы сможете насытиться. Конкретика. Первым делом стоит исключить все жидкие калории, которые сложно контролировать, типа газировки, соки. Они содержат либо фруктозу, либо сахар. И замените вообще сахар в напитках, в чае или кофе сахарозаменителями. Там нет ничего настолько опасного. Что снижает тягу к сладкому. Когда мы сыты от других продуктов, то и не будет хотеться и сладкого. Например, если полноценно поесть кашу с яйцами, рыбой или мясным и дать пищеварению немного времени, то вы почувствуете сытость. А еще, когда мы выспались, то сила воли начинает работать лучше, и мы едим меньше сладкого. А вот когда у нас стресс, то в этот день повысьте физическую активность вместо сладкого. Даже через «не хочу». Воодушевление приходит в процессе. Отожмитесь, поприседайте. Полностью отказываться от сладкого все же не стоит. Фрукты, ягоды, мед, сухофрукты в небольших порциях можно оставить. Но каких? В приоритете из фруктов с пониженным количеством фруктозы это будут зеленые яблоки, грейпфрут, абрикосы, персик. Дальше еще можно киви, апельсин, мандарин, но реже, там уже среднее количество фруктозы. И, наконец, бананы, арбуз, финики, груши, спелое яблоко. Там большое количество фруктозы и лучше держать себя под контролем. Помните, не больше 1-2 фруктов в день или 1-2 чайных ложки меда. В сезон можно ягоды, в них мало фруктозы, это малина, клубника, вишня. А вот в мед часто добавляют сахар искусственно. И если выбор между сахаром и медом, то, конечно, мед. А если выбор между медом и сахарозаменителем, то сахарозаменитель. По сухофруктам все сложнее. Например, изюм, сушеная часть винограда, не такая сытная, как сам виноград. И изюма легко съесть много, переборщить и не заметить. Все же сухофрукты умеренно небольшую горсть можно, ну а при похудении в приоритете свежие, ведь калорийность сушеных фруктов возрастает в разы. После отказа от сладкого со временем у вас изменится и вкусовое восприятие другой пищи, которая раньше казалась невкусной. Через пару недель без сахара у вас пропадет аппетит к сладкому и снизится чувство голода в целом на протяжении дня, ведь сахара стимулируют голод. Вы будете чувствовать меньше усталости после приема пищи и меньше раздражительности на протяжении дня. Из организма будут выходить лишняя жидкость, которая задерживается там, и сам жир. То есть вы начнете худеть. Улучшится настроение, и когда уйдет тяга к сладкому, то нормализуется состояние кожи, возможно и прыщи, и лучше будут работать печень, почки и весь желудочно-кишечный тракт. А вот для тех, кто хочет действовать и наконец-то что-то изменить, а не просто смотреть видосики на YouTube, я подготовил бонусный текстовый материал со списком пошаговых действий для самопроверки при отказе от сладкого. Я размещу это в телеграм-канале Владарович. Скачайте его и можете даже распечатать себя на стену, на видное место. Ссылка в закрепленном комментарии. А что вы пробовали, чтобы отказаться от сладкого? И делитесь опытом в комментариях. Если вас интересует скорейшее похудение, рельеф тела, то я рекомендую к просмотру дополнительное видео на экране.
Используйте эти 5 простых шагов по плану, чтобы похудеть. Там мы встретимся снова. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович.